Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Позади солнечное затмение, и мы с вами уже находимся в коридоре затмений. Очень интересный период. Наблюдайте за собой и старайтесь находиться всегда в мире с собой в первую очередь и с окружающим обязательно миром и пространством. Ну а сегодня мы рассмотрим очень важные вопросы, связанные с нашими делами в саду, в огороде, в доме, с нашим здоровьем в период с 28 по 31 октября 2022 года. Начинаем наш выпуск с агрогороскопа с 28 по 31 октября 2022 года. Время киевское. Сейчас установим вот так, чтобы видны были все колонки. Итак, поехали. Пятница и суббота – это энергии Стрельца. Это растущая луна. Позади у нас солнечное затмение. Ну, а 29 в 16:23 Луна перейдет в знак Козерог. И Луна без курса с 16 часов до 16 часов 22 минут – это время спящей Луны. И что мы можем делать? Смотрите, 28 весь день и 29 до 15 часов можем сеять семена сидератов. Особенно хороши в Стрельце зерновые различные сидераты. Можно заниматься проращиванием семян для салатов, а также можно высаживать лук на зелень. И еще возник такой вопрос и споры у нас. Вот здесь в Стрельце вы можете высаживать только на зелень. Стрелец задает очень быстрый рост. А вот после 17 часов, после 15, а лучше после 17 часов, видите, у нас до 15 посева можно, после 17 часов можно будет работать уже с посадкой озимого чеснока и лука. Но он будет чуть-чуть меньше урожайность давать. Это растущая луна. И вот буквально 2 дня у нас после тех периодов, неблагоприятных периодов черной луны. Сейчас уже началась работа именно растущей луны. Поэтому я здесь не записала, но вот здесь будет дальше у нас более подробно о Козероге. Если у вас есть желание, после 17 часов можете посадить озимый лук и чеснок. Это для тех, кто живет на севере. И у меня как раз был отдельный вопрос именно по этой теме. В знаке Стрелец с рассадой не работаем, корневая система очень плохая. Здесь мы только работаем после 17 часов 29, когда уже будут энергии в Козероге. Для цветов актуально 28 защита от вредителей и болезней, это и для комнатных растений. А вот 29 уже после 17 часов можно поливать, проводить подкормочки, пересадку проводить, посадку рассады. И после 17 часов можно заниматься нарезкой черенков и укоренять черенки. Это актуально для цветоводов, они как раз этим активно занимаются. По поливам 28 бесполезно, 29 уже вечером после 17 поливайте. Подкормки 28 тоже нельзя, а вот после 17 часов 29 пожалуйста. Для сада актуальны обрезки и зеленые операции. И 28 и 29. Единственное, 29 дополнение к работе садовых растений, это можно посадку проводить саженцев садовых растений, причем любых, после 17 часов 29 высаживаем плодовые, ягодные, еловые, ну вот декоративные, абсолютно любые саженцы садовые высаживайте, и после 17 часов будет очень хороший этот период. Зеленые операции проводим все 2 дня, сбор урожая тоже, заготовки прекрасно. Квашение капусты 28 нельзя, а вот 29 после 17 часов вечера. В Козероге прекрасное время для квашения капусты. Настойки очень хорошо, сбор лекарственных трав тоже хорошо, рыбалка в это время плохая. Что мы делаем для комнатных овощей? 28 защита от вредителей и от болезней, зеленые операции, а вот уже 29 после 17 часов добавляем к этим работам поливы, подкормочки и зеленые операции. Вот это все проводим. Ну а теперь у нас практически световой весь день 30 и 31 будут благоприятными для посадочных работ и посевных. Что мы можем здесь делать? А вот что
30 снова же все сутки, а вот 31 прошу обратить внимание, с 17:44 Луна перейдет в знак Водолей. Это не посевной, не посадочный. Плюс здесь очень маленький период спящей Луны. Луна без курса с 17 часов 17 минут до 17:43 минут. Ну вот, пожалуйста, до 16 часов здесь можно будет провести посевы. Давайте мы назовем эти посевы 30 и 31, что можно делать. Вот здесь можно для сибиряков, они очень просят подсказку, подзимние посевы корешков и вершков. Это у нас период позади новолуния, можно использовать, у них уже становится холодно, некоторые боятся, что уже и морозы, и снега, можете сеять вот корешки и вершки в этот период. Можно сеять семена салатов, высевать семена сидератов любых. Вот лук и чеснок для получения ранней продукции. Вот здесь весь день 30-го, 31 световой день до 16 часов. Но я предупреждаю, урожай чуть-чуть меньше будет, но это будет ранняя продукция, ранний лук и ранний чеснок. Это вот такая вот ситуация у нас с Козерогом. Очень хороший знак, но он уже идет у нас в первой фазе. Вот можем его использовать для этих целей. Для рассады прекрасное время 30-го. Постарайтесь до 15 часов 31-го с рассадой разобраться. И цветы, и комнатные растения, что здесь хорошо проводить. 30-го все 24 часа, 31-го до 15 часов. Постарайтесь нарезать черенки и укоренять их. Поливы, посадки, пересадки, перевалки. Все здесь очень хорошо можно проводить. Напоминаю, 31 до 15 часов. Поливы проводим в Козероге прекрасно, и подкормки тоже прекрасно. Единственное, 31 постарайтесь поливы до 15 часов, а подкормки проведите до 12 часов дня. Желательно утром это сделать. В саду вот это прекрасное время посадка саженцев. Любых саженцев садовых растений, цветочные, декоративные. Абсолютно все саженцы, которые вы уже получили посылки. Виноград здесь спрашивали меня, розы. Все высаживайте 30-го. 31-го постарайтесь эту работу сделать до 15 часов. Далее уже энергии будут водолея накладываться, поэтому лучше это делать до 15 часов. Зеленые операции можно проводить, сбор урожая тоже, заготовки прекрасно получится. И квашение капусты, вот оно, квашение капусты 30-го все сутки, а вот 31-го постарайтесь до 15 часов, чтобы запустить процесс вот этого естественно природного квашения, до 15 часов сделайте. И затем будет вот этот период дальнейший очень хороший для получения вкусной капусты. Настойки можем делать 2 дня, собирать лекарственные травы тоже. Кстати, рыбалка, вот наш знакомый собирается в воскресенье идти на рыбалку, говорит, что неплохо в Козероге. Ну что, можете, а утром, кстати, 31-го только утром еще можно, а потом уже растущая луна и далее будет плохая рыбная ловля. Что до комнатных овощей актуально? Это поливы и подкормочки, зеленые операции, а также 31-го постарайтесь все эти работы завершить до 15 часов поливы и подкормки. Ну а зеленые операции можете проводить до конца этого дня, то есть до конца 31 октября 2022 года. А теперь наша рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 28 по 31 октября 2022 года. Время киевское. В первую очередь рассмотрим энергии этого периода, которые будут преобладать именно в эти дни. Напоминаю, что продолжается коридор затмений. Очень сложный период. Будьте внимательны. 28 октября Юпитер переходит из знака Овен в знак Рыбы и сразу же соединяется с Нептуном. В этот период все дела приостанавливаются. Такое впечатление, что они словно зависают неподвижно. Кстати, в погоде начнутся изменения. Больше осадков будет становиться. Но еще неделя после этого обычно бывает теплой. Энергии огненного Овна еще будут дарить тепло. 29 октября начинается напряженный период Тау-квадрата. Луна, Марс, Юпитер и Нептун. Далее 30
октября Марс останавливается и становится ретроградным. А если он останавливается, то и останавливаются все дела. В эти дни коридора затмений и сложных аспектов планет, а значит это Луна, Марс, Юпитер и Нептун, будут создавать особое напряжение. И мы будем находиться в своеобразном состоянии. Для меня это как будто бы состояние невесомости. Поэтому дела не начинаем новые, крупные, товары, оборудование, недвижимость не покупаем в этот период, потому что это будет ошибкой, и затем придется об этом жалеть, сожалеть. А теперь наши домашние дела, на них нужно тоже обращать внимание. Смотрите, 28-29 будет прекрасно гореть печка и камин. Если вы еще не растапливали, то замечательный период для того, чтобы начинать вот этот отопительный сезон. Ну и предупреждаю, в это время пожары очень активны, и они могут быть актуальны в это время. Так что будьте внимательны. Это у нас 28-29. Смотрите, стрижку можно проводить 28-29 до 16 часов. Ногти то же самое. Здесь у нас 28 все сутки, а вот до 16 часов 29 нужно провести эту работу. Лучше не красить волосы в Стрельце, даже органикой. Мыть волосы очень хорошо. Уход за кожей. Здесь питательные крема можно использовать только 29 после 18 часов. Очистка кожи у нас период завершился, растущая луна. Очищение организма не проводится в этот период. Рукоделие тоже нет усидчивости, и куда-то все время бежим, спешим, и все время новые какие-то идеи. Поэтому рукоделием не занимаемся. По крайней мере, не начинаем, а вот продолжать можно. Для теста актуально чуть-чуть больше жидкости или меньше муки. Для стирки знаки Стрелец очень плохое качество. Вот можно стирать только 29 после 17 часов. Тогда качество будет хорошее. Для уборки тоже период не очень удачный. Но вот текущую можно 29 проводить. Ремонт можно проводить 28 и 29 до 14 часов. Проветривание вещей тоже 28 и 29 до 14 часов. Ну а теперь вот эти наши 2 дня, которые у нас остались, это почти чистые энергии Козерога, но есть частично и энергии Водолея, и они немножко нам изменят ситуацию, и она будет отличаться от 30-31. Ну, давайте дальше рассмотрим эти все вопросы. Итак, возможен дым в дни Козерога. Стричь волосы можно в это время, стричь ногти тоже. Для покраски используйте органику, органический. Сейчас очень много различных таких красок есть. Мыть волосы можно. Уход за кожей тоже очень хорошо. Но вот смотрите, 31 только до 16 часов. Затем наступают энергии стихии воздуха, а это Водолей, и клеточки не воспринимают вот эти питательные вещества. Очисткой кожи не занимаемся в эти дни, и очищением организма тоже. Рукоделие в Козероге замечательно все получится. Для теста это норма. Обычно по рецепту все ставишь, и все получается хорошо. Для стирки хорошее время 30-31 до 16 часов нужно завершить. Уборку можно проводить 30 генеральную. Кстати, вечером тоже можно вот здесь, когда Луна будет в Козероге, 29 вечером, то что суббота, ну или же 30 воскресенье. А здесь у нас 31 уборка будет только до 16 часов. Ну и ремонт и проветривание вещей в знаке Козерог не приносят хороших результатов, к сожалению. А теперь немножечко больше уделим внимание здоровью. Прошу вас, обратите внимание на свое самочувствие. В этот период мозг, сердце, вся сердечно-сосудистая система будут под высоким напряжением. Поэтому есть опасность инсультов, инфарктов и других заболеваний. 28 и 29 октября 2022 года Луна растущая будет в знаке Стрелец, а в Стрельце уязвимы печень, тазовые кости, органы малого таза, бедра,
кровеносная и нервная системы. А при Луне в знаке Стрелец нельзя проводить операции на печени и другие полостные операции, при которых наблюдаются большие кровопотери. Также нельзя проводить ортопедические операции. В этот период обостряется цирроз, гепатит, опасные бактериальные, вирусные, паразитарные инфекции. Ну и любые, у нас, напоминаю, могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Зато в этот период можно лечить органы дыхания, то есть ангины, бронхиты, это, кстати, сейчас актуально, трахеиты, риниты, гаймориты, конъюнктивиты, а также можно лечить мигрени, гипер- и гипотонии, щитовидную и вилочковую железы. Кстати, в это время хорошо проводить исследования своего тела, именно флюорографию. Она менее вредна в это время. Идем дальше. Кстати, 29-го здесь будут работать энергии и Стрельца, и Козерога. Поэтому будьте внимательны. И 29-го, и 30-го, и 31 октября 2022 года будут уязвимы желчный пузырь, скелет, вся костная система. Это кости, суставы, сухожилия, особенно колени. Категорически противопоказаны в это время операции на зубах, на костях, на коленных суставах, на костном мозге. Очень уязвимы кости. Они становятся в этот период хрупкими и ломкими. И поэтому может быть опасность переломов. В период с 29 по 31 включительно обостряются такие болезни, как радикулит, желчекаменная болезнь, межпозвонковые грыжи, остеохондроз, артрит и артроз. А что можно в это время делать? А можно проводить операции на легких и на желудке, а также эффективное лечение, как и в знаке Стрельца, лечение всех простудных заболеваний. Это лечение и астмы, и заболевания дыхательных путей. Кстати, плюс и диабет, гастрит, гастроэнтерит, болезни желудка, болезни язвы желудка, двенадцатиперстной кишки. Вот это все эффективно лечить в этот период. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Выпуск в день солнечного затмения. Мира вам, гармонии, спокойствия вашей душе, а также терпения. Смотрите на все, на то, что происходит, спокойно. И дарите из своего сердца окружающему миру тепло, свет, божественную любовь. Ведь в вашем сердце живет эта прекрасная частица Бога, Первотворца. Авторы канала Раиса Кириченко, Александр Волик завершили свою работу сегодня и прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео на нашем канале. Пока-пока!